Тут подумал, что на фоне некоторых хвойных, вот туя вудварди, ель колючая, можжевельник Skyrocket, вот этот невянник не очень хорошо выглядит в течение сезона. Постоянно у него какие-то проблемы. С прошлого года здесь растет. Но вот я решил, что пора, наверное, на это место посадить пару туй. Тем более, что посадочный материал есть. Что касается посадочного материала, у нас на выбор либо туя смарагд. Вот она высажена из P9 в C3 из полулитрового горшка в 3-литровый еще 28.05. И уже достаточно высокая, прям просится в открытый грунт. Но знаете, у меня тут в принципе уже есть смарагд для черенкования маточный. Поэтому, наверное, мы выберем что-нибудь поинтересней. Поинтереснее недалеко от входа в дом. Будет смотреться, давайте подумаем, наверное, колумна, как одиночно стоящая в группе других растений. Вот, сейчас посмотрим, какая колумна более такая красивая, скажем так, готовая к высадке в грунт в открытый. Ну, наверное, вот эту я возьму. Вот эту колумну и, наверное, корник. У нас тут смарагды. Вот корник в гроубэгах. Конечно, жалко с гроубэга вынимать не так давно высаженные корники, но, наверное, попробовать стоит. Нет, все-таки я подумал, что, наверное, это будет колумна и смарагд, потому что корник еще совсем не окрепший. Пусть лучше наращивает корневую систему. Думаю, вот этот будет в самый раз. Ну, два кандидата у нас на месте. Будем расчищать под них участок. Место для посадки расчищено. Как видите, тут у меня уже есть капельный полив. Сейчас нужно разметить равные расстояния и выкопать посадочные ямы. Посадочные ямки готовы. Трубки полива переделывать не стал, потому что капельницы прям попадают нам в приствольный круг. Посадочные ямы должны быть в 2 раза больше наших горшков, объема наших горшков, и по глубине достаточно, чтобы туда засыпать дренаж из песка, потому что туи не любят застой воды. Так, пол ведра песка, я думаю, на 2 лунки хватит.
Засыпаем. В одну, в другую. Можно немного разровнять. Теперь готовим смесь, так как почва здесь достаточно глинистая, то нужно подготовить земляную смесь для посадки. Для этого возьмем такой торф, верховой нейтральный. Мне удобно это делать в тазике. Также добавим сюда песка. И родной грунт. Родной грунт, торф примерно в равных пропорциях. Песка немного. Процентов 10 от объема. Ну и чтобы нашим туям после посадки было питание на длительный период, добавляем Осмокот Про. 5-6 месяцев действия. В расчете примерно 3 грамма на литр. Осмокот обеспечит всем необходимым питанием наши растения в течение длительного времени. Насыпаем на дно. Насыпаем такое количество, чтобы наше растение было примерно вровень с землей, так же как оно сейчас посажено в горшке. Нужно насыпать чуть больше, потому что мы сейчас прольем водой, и земля немножко осядет. Ждем, когда впитается. Повторяем тот же самый процесс, но с другой лункой. Немного подготовил приствольные круги для того, чтобы сделать такой бордюр и замульчировать.
готовим бордюр. Делаем отверстие для капельного полива. Теперь берем геотекстиль, складываем его вдвое, потому что нам нужно 2 круга. Замеряем наш диаметр. Делаем по центру прорези примерно до середины. И немного крест-накрест запас под наши растения. Ну вот что у нас получилось. Теперь можно засыпать мульчой. Сначала мелкой фракцией, а сверху покрупнее. Ну, вот такая красота получилась. Я предпочитаю капельницы для капельного полива не засыпать, чтобы контролировать, что полив работает, растения поливаются.